Check the mic and make sure it sound right, boys. Компания SCAT всегда проявляет заботу о каждом пассажире, вне зависимости от категории билета. В течение всего полета вы можете рассчитывать на внимание приветливого бортового персонала. Вам предложат широкий выбор прохладительных напитков и горячего питания. А если вы устали и вам необходимо отдохнуть, бортпроводники предложат вам мягкую подушку и теплый плед. Мы всегда ждем вас и рады каждому пассажиру, отдавшему предпочтение нашей авиакомпании. А что на самом деле правда? Друзья, всем привет! Поздравляю всех с новым наступившим 2021 годом. Это видео очень быстрый обзор двух авиакомпаний SCAT и Air Astana. Я недавно съездила на новогодние каникулы. Хотела поделиться своими впечатлениями о сервисе на этих двух авиакомпаниях на абсолютно одинаковых рейсах по одинаковым направлениям. Билеты я покупала в примерно одном ценовом диапазоне. SCAT мне обошелся в 28 тысяч, Air Astana стоила 24 тысячи тенге. В этом видео я расскажу о всех тех услугах, которые предоставляли авиакомпании за эту цену от чекина и до выхода из самолета. Мой рейс со SCAT начался с уведомления о том, что рейс задерживается на полчаса. В принципе, это было бы не так критично, но уведомление пришло очень поздно, когда уже ехала в аэропорт. По приезду в аэропорт образовалась вот такая вот очередь, потому что на стойке регистрации был только один сотрудник, который регистрировал багаж и пассажиров на этот рейс. Для сравнения, в Air Astana было 4 стойки регистрации для эконом-класса и 1 стойка для бизнес-класса, поэтому очередь была намного меньше и чекин прошел намного быстрее. Из плюсов посадка производилась из рукава и не нужно было доезжать на автобусе. Из минусов одна большая очередь и 0 социальной дистанции. Для меня один из самых важных аспектов в полете – это тип самолета. На этом перелете SCAT использовал Boeing 737-300. Это узкофюзеляжный самолет, рассчитанный на 140-145 мест. Лично, по моему мнению, это очень базовый самолет, в меру удобный. И его обычно используют на короткие и средние дистанции. Посадка на борт Air Astana проводилась не из одной очереди, она проводилась рядами. То есть сначала приглашали пассажиров последних рядов, а затем пассажиров средних и первых рядов. Сотрудники Air Astana постоянно контролировали весь процесс посадки на борт. Несколько раз выходили к пассажирам, предупреждали о том, что нужно носить маску и соблюдать расстояние. Люди выходили на посадку определенными группами, и не было такого большого столпотворения. Airbus A320-200 – это также самолет для авиалиний малой и средней протяженности. Он является частью семейства линейки самолетов, которые продаются лучше всего. У A320 самый широкий фюзеляж для такого типа самолетов. По ощущениям, салон в нем немного шире, а кресла в нем комфортнее и больше места для багажа на верхних полках. Не во всех авиакомпаниях сервис находится на одном уровне. Кондиционеры, система видео и аудио, внимательные бортпроводники – это все часть хорошего перелета. Я практически не видела бортпроводников, хотя перелет длился 2,5 часа. Не знаю, почему на перелете не было бортового питания. Возможно, были какие-то технические причины, но в любом случае их не озвучили. Пассажирам раздали воду, и в принципе на этом сервис закончился. Для сравнения, у Air Astana была индивидуальная система развлечений с хорошим выбором фильмов. Бортпроводники находились на протяжении всего перелета в салоне, очень оперативно реагировали на все запросы. Питание предлагалось на выбор: мясо или курица, и вот такой вот новогодний набор как бонус для всех пассажиров. На следующий день я получила имейл обратной связи с просьбой оценить уровень сервиса. Слово от SCAT не пришло ничего, поэтому для меня, резюмируя мой полет со SCAT и с Air Astana, SCAT — это опция перемещения из пункта А в пункт Б. По 5-бальной шкале я бы дала компании 2,5 балла. Air Astana я бы дала 4,5 балла. Достаточно хороший сервис,
рейс прилетел без задержек, багаж также долетел. Можно улучшить вкусовые качества еды, а все остальное в целом мне понравилось. В общем, постфактум я посмотрела, что пишут о компаниях в интернете, и по состоянию на 2021 год Скат называют самой небезопасной компанией. Она стоит в одном ряду с компаниями Алжира и Пакистана. YouTube тоже не выдает никаких позитивных роликов по запросу Skat.kz. Я это говорю к тому, что перед покупкой билета на любую авиакомпанию обязательно проверяйте в интернете надежность, проверяйте рейтинг безопасности через официальные агентства. И я считаю, что безопасность должна быть самым главным и решающим фактором при выборе, с кем лететь.